Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня я вам предлагаю вместе со мной сделать омолаживающую маску, которая очень интенсивно убирает морщины, хорошо увлажняет кожу, убирает дряблость, также убирает шелушение. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Также эту маску можно сделать курсом. Курс продолжается 4 дня. После ежедневного 4-дневного нанесения этой маски сделайте перерыв 4 дня и также продолжите курс. Маска подходит для всех типов кожи. Эту маску можно нанести на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Также аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Остатки маски рекомендуется нанести также и на кожу рук. Это будет давать очень хороший омолаживающий эффект. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите дрожжи. Можно использовать дрожжи быстрые. Если вы используете быстрые дрожжи, то возьмите 1 чайную ложку. Также для сегодняшней маски хорошо подойдут и дрожжи из брикетов. Если вы используете дрожжи из брикетов, то также возьмите 1 чайную ложку брикетных дрожжей, доведите до комнатной температуры и приступайте к приготовлению сегодняшней маски. Если вы используете сухие дрожжи, возьмите 1 чайную ложку сухих дрожжей и разведите кипяченой водой, либо водой минеральной. Если вы используете дрожжи из брикетов, то возьмите половину чайной ложки воды. Если вы используете сухие дрожжи, то возьмите 1 чайную ложку кипяченой воды, либо минеральной воды. Тщательно смешайте компоненты, доведите дрожжи до состояния однородной консистенции, до состояния готовности. Готовые дрожжи будут иметь приятный аромат, к тому же готовые дрожжи будут иметь и очень приятную консистенцию. Если дрожжи у вас растворяются дольше, чем я показываю в своих видео, то не торопитесь и затратьте чуть больше времени. Кстати, все свои рецепты приготовления домашних масок я показываю в режиме реального времени. И процесс приготовления займет у вас не более 8 минут. Должна получиться приятная консистенция. Также в процессе дальнейшего приготовления сегодняшней маски дрожжи будут слегка подходить, поэтому соблюдайте не только рецептуру приготовления домашних масок, но и порядок добавления всех компонентов. От этого будет зависеть качество маски. Затем в этот состав добавьте сок алоэ. Сок алоэ можно использовать уже готовый консистенции. Кстати, вы можете использовать сок алоэ аптечный из ампул. Если вы используете аптечный сок алоэ из ампул, то добавьте 1 ампулу. Если вы используете готовый сок алоэ, также нужно добавить 1 чайную ложку. Кстати, для сегодняшней маски хорошо подойдет и свежевыжатый сок алоэ. Если у вас есть растение на подоконнике алоэ, то срежьте лист, уберите толстую кожицу и используйте саму кашицу для приготовления домашних масок. Также заменить сок алоэ вы можете и с помощью геля алоэ или алоэ вера. Если вы используете гелевую основу, то разведите ее в пропорции 1 к 1 с кипяченой водой и также используйте для приготовления домашних масок. Также нужно взять 1 чайную ложку сока алоэ. Сок алоэ очень хорошо увлажняет кожу, идеально подготавливает кожу к зимнему холодному периоду. Затем также тщательно вбейте сок алоэ в предыдущие компоненты. Все они между собой очень хорошо взаимодействуют, поэтому качественная маска гарантирована. Взбивайте компоненты так, чтобы не было комочков. От дрожжей пошел приятный аромат, и в процессе приготовления дрожжи слегка будут подходить, и маска будет слегка загустевать. Поэтому процесс нанесения будет более комфортным. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок лимона. Сок лимона вы также можете использовать в виде витамина С. Если вы используете витамин С в таблетках, то возьмите 1 таблетку, разомните, слегка смочите кипяченой водой и используйте для приготовления сегодняшней маски. Также можно использовать уже готовый сок лимона, либо сок лимона свежевыжатый. Для сегодняшней маски нам понадобится 5 капель сока лимона.
Сок лимона хорошо осветляет кожу, улучшает оттенок лица, выравнивает поверхность кожи, выравнивает оттенок кожи. Также делает кожу сияющей. Возьмите 10 капель. И также тщательно взбейте все компоненты. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Можно использовать косметическое масло, которое я показывала вам, как приготовить в домашних условиях самостоятельно, из лепестков роз, из обычной сырой морковки. Также можно использовать и приготовить в домашних условиях косметическое масло на основе листьев подорожника, листьев мяты, либо листьев смородины. Как это сделать, вы можете найти в плейлисте на моем канале, который называется «Масла в домашних условиях». Для сегодняшней маски я использую домашнее косметическое розовое масло. Нужно взять также 10 капель косметического масла. Кстати, вы можете использовать косметическое масло розы, масло пиона, масло жасмина. Все цветочные косметические масла дают не только омолаживающее воздействие, но и придадут сегодняшней маске дополнительный приятный аромат. Нужно взять 10 капель косметического масла. И также тщательно взбейте все компоненты. В процессе смешивания сегодняшняя маска приобретает также приятную консистенцию. Также появился приятный аромат от косметического масла и самих дрожжей. Дрожжи приготовления дают такие приятные пузырьки, что будет давать очень хорошее, приятное, омолаживающее воздействие. Для достижения наилучшего эффекта эту маску можно нанести сразу после приготовления. Так как витамин С очень быстро улетучивается, если вы планируете эту маску хранить в холодильнике, то перед каждым нанесением добавляйте небольшое количество витамина С. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы также можете найти на моем канале. Наносите все домашние маски по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Наносите эту маску в 3 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите последующие слои. Держать маску нужно не менее 20 минут. По истечении этого времени размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока.